Сюжет американских выборов развивается. Пока выглядит так, что кандидатом от Демпартии США станет Камала Харрис. Зуб не даю и ближе к концу объясню почему. Но давайте начнем разговор, исходя из того, что кандидатом будет именно Харрис. Вчера мы говорили только о слабой диспозиции демократов, а сегодня, напротив, начнем с их сильных сторон. Замена кандидата сейчас – это ярчайший сюжетный поворот всей кампании. Ведь переизбрание действующего президента традиционно не самый яркий сюжет. Это не оригинал, а сиквел с подведением промежуточных итогов. Джо Байден больше полувека в политике и в сумме провел почти 12 лет в Белом доме. В этом его сила – в опыте, в реальных достижениях, в предсказуемости. Он – олицетворение статус-кво, могущество которого никогда нельзя недооценивать, ведь при прочих равных люди выбирают не принимать решений вовсе, ничего не менять и сохранить все как есть. Но в этом же была и слабость Байдена. Соорудить вокруг такого кандидата яркую, модную и молодежную кампанию, как была у Обамы в 2008-м, нереально. Как ты не изгаляйся с нарративом, каких талантливых технологов, спичрайтеров, стилистов, дизайнеров не нанимай, все равно центростремительная сила вытянет тебя на одну простую идею. При мне водились караси, при мне плодились пороси. При мне было чего выпить-закусить, жили все неплохо, давайте так и продолжим. Кампания действующего президента не что-то новое, это аттестация старого. Хорошо, когда старым можно хвастаться, а Байдену можно. Плохо, когда нужно мобилизовывать сторонников, а показать им что-то новое, интересное, Байден не может. Приковать их взгляды к сюжету, который они уже 100 раз видели, задача почти нереальная. Такие кампании очень успешно едут по проложенным заранее рельсам и чаще всего, если не происходит какой-то большой беды, достигают желаемого результата. Но на какие-то резкие повороты и новые трюки они не очень способны. Замена кандидата – совершенно необычный сюжетный твист. По рекордным дневным сборам в пользу Харрис мы видим, новая кампания начинается с очень высокой ноты. Сама беспрецедентность события перечеркнула все, что было до, и открыла возможность строить абсолютно новую кампанию. В частности, беспрецедентность это перекрыла обсуждение покушения на Дональда Трампа, событие, которое должно было стать главным в этом цикле. Сегодня оно будто осталось в прошлой жизни. Кампания Харрис не обязана быть продолжением кампании Байдена и иметь те же самые рамки. Да, Харрис придется строить кампанию с нуля и развивать ее с колес, но и в другую сторону это тоже работает. Республиканскую контркампанию, которая мочила Байдена за старческую немощь и смаковала его оговорки, теперь тоже придется полностью переделывать. Больше нет нужды строить кампанию на противопоставлении стабильности и перемен. Не обязательно продолжать кампанию Байдена. Тем более, что она, в последний месяц особенно, свелась просто к отражению атак, к бесконечным оправданиям. Каждый день со всех сторон говорили: «Господин президент, вы слишком стары». И тот был вынужден отбиваться прошлыми заслугами. Зато я, мол, реформы успешные провел. Такая кампания, построена на оправданиях, на постоянных конфликтах с журналистами, на попытках отрицать объективную реальность, это слабая кампания. Вы не атакуйте оппонента, не разоблачайте его вранье и манипуляции, но все ресурсы тратите на оборону и с каждым днем теряете союзников. Ведь если нападки от Fox News или Такера Карлсона не такая уж и проблема, то когда против вас оборачиваются ведущие СМИ и селебрити из вашего же лагеря, это уже беда. Причем беда, из которой нет выхода. Когда критикуют за действия и слова, можно делать иначе и говорить другое. Но когда критикуют за возраст, помолодеть не выйдет. У Харрис этой проблемы нет. Она может всецело сконцентрироваться на атаке по Трампу. Ресурсы ее кампании не будут уходить на решение нерешаемых проблем и глухую оборону. Приток денег, приток интереса, буст кампании на старте, относительная свобода действий – это то, что Харрис получает прямо сейчас. Никаких гарантий все это не дает, но является мощным стартовым ресурсом. Вторая хорошая новость для демократов. Дональд Трамп находится не в столь бодром состоянии, как может показаться. Многие ждали, что покушение изменит, если не его поведение, то хотя бы внешний образ, сменит риторику на умеренную, объединительную и примирительную. Но ничего такого не случилось. Трамп для проформы буркнул, конечно, что собирается быть президентом всех американцев, но остался ровно таким, каким был, и принялся с двойным усердием разжигать ненависть и грозить всеми карами тем, кто недостаточно его любит и поддерживает. Свое раненое ухо Трамп уже возвел в культ. Но никакого нового содержания это покушение его кампании не принесло.
Трамп все так же пишет капсом с 3 восклицательными знаками и транслирует только агрессию. В первой кампании парой к Трампу шел Майк Пенс, классический консерватор. Он хотя бы частично разбавлял концентрированный хаос, который генерирует Трамп. Сейчас же кандидатом в вице-президенты выбран Джей Ди Венс, ультратрампист. Он по определению не способен принести своему патрону ни одного лишнего голоса. Тем, кому нравится Венс, Трамп нравится еще больше. Трамп уязвим для атак. Он пугает многих людей и очень много лжет. Ему можно оппонировать, можно разбивать его нарративы. Много чего можно, если заниматься этим, а не дискуссиями с прессой о своем возрасте. Трамп хорошо смотрелся на дебатах на фоне полного провала Байдена, но дебатировать с сравнительно молодой женщиной – это совсем другое дело. В принципе, учитывая шапкозакидательский настрой Трампа, который совершенно уверен в победе, который уже месяц ведет кампанию в тепличных условиях, ведь оппонентам не до него, в таких условиях внятная кампания Харрис может очень быстро изменить весь расклад. Теперь новости не очень хорошие для кампании Харрис. В Демократической партии явно нет единства относительно ее кандидатуры. Судя по публичному фидбэку, ее выдвижение – это решение штаба, с которым и партия, и все, кто ее поддерживает, должны просто смириться. Мы уже говорили, всегда нужно помнить при оценке таких событий: американские партии не работают как единая Россия. Это не вертикальные структуры, которые послушно следуют за лидером или политбюро. Американские партии – это широкие коалиции, объединенные некоторым фундаментальным набором ценностей и взглядов, а не номенклатурной иерархией. Демократическая партия – это сотни тысяч самостоятельных политиков самых разных уровней. Это разные кланы, группы интересов, лидеры мнений, спонсоры, лоббисты, партийные бюрократы и государственные чиновники. У каждого из них могут быть свои амбиции, логика, видение будущего и стратегия, которая тем, кто вне партии, не всегда очевидна. Например, исходя из того, что пишут ведущие американские СМИ, мы понимаем, как минимум с июньских дебатов внутри демократов оформилась фракция пораженцев. Они считают, что кампанию уже не спасти, что это мертвому припарке. Мол, надо просто смириться, что Трамп станет президентом, всецело сконцентрироваться на выборах в Сенат и Конгресс и начать готовиться к президентским выборам 2028 года. Судя по всему, очень заметная и очень влиятельная часть демократического истеблишмента считает, что нет никакой разницы между Байденом и Харрис. Просто эпоха этого кабинета закончена. Мол, нет никакого смысла менять колеса на ходу, что-то лихорадочно подкручивать и подкрашивать. Стоит просто признать поражение, съехать на обочину и, пока Трамп будет президентствовать, построить новую машину с нуля. Выдать избирателям нового кандидата, новую программу, новый нарратив. Такая позиция совершенно не маргинальная. Эти люди считают, что вкладываться в заведомое поражение, выбрасывать на него политический, финансовый, публичный ресурс – это работа себе же во вред. Нужно вложиться в пересборку партии, чтобы вновь не оказаться в ситуации выбора между плохим и очень плохим кандидатом. Но есть позиция и прям противоположная, правда, с тем же результатом. Кто-то может верить в победу Харрис и не хотеть ее. Ведь победа Харрис – это еще плюс 8, а в сумме уже 12 лет, когда у амбициозных представителей Демпартии не будет шанса себя проявить и побороться за номинацию. Праймерис не только процедура определения кандидата, это мощнейшая политическая движуха, реактор, в котором рождаются политические карьеры. Побеждает только один, но даже те, кто проигрывает вчистую, даже не дойдет до этапа дебатов, кто просто сможет заявиться на такое мероприятие, уже получит свою долю медийности, фамилию в заголовках, доступ к широкой аудитории. На праймерис не только возникает кандидат в президенты, на них мэр небольшого города в глубинке, вроде Пита Бутиджича, становится федеральным политиком. Квазинаследственная передача номинации от Байдена к Харрис выглядит сомнительно с точки зрения легитимности. К тому же ее победа, если она будет, на долгие годы консервирует партию. Все амбиции, идеи, все вопросы о лидерстве или о борьбе за лидерство в партии закроются до 1932 года. Те, кто хотел участвовать в праймерис в 28-м или поддержать кого-то через 4 года, все они должны при таком раскладе свои планы отложить. Могут быть любые комбинации. Кто-то может не верить в перспективы Харрис, кто-то может в них верить, но не желать ее победы. Для кого-то наоборот, хоть Харрис, хоть черт лысый, лишь бы не Трамп. Байден был естественным кандидатом, у действующего президента нет альтернативы. Но Харрис кандидат неестественный. Могут быть противники у ее выдвижения,
Могут быть сторонники других кандидатов и те, кто просто не хочет победы Харрис. Кто хочет побороться за лидерство, а не смириться с лидером назначенным. Мы ни в коем случае не пытаемся делать вид, что имеем хоть малейшее представление о пропорции этих настроений в Демпартии. Возможно, есть вариант, что штабу удастся развернуть такую кампанию, которая переломит внутренние противоречия и объединит всех. На старте же этого нет. Да, штаб Байдена сразу переключился на Харрис. Но отсюда совершенно не следует, что на нее переключилась и Демпартия в целом. Это совсем разные сущности. Если вам кажется, что наши рассуждения не конкретные, то вам не кажется. И в серьезной американской прессе они тоже точно такие же. Потому что неважно, какой вы специалист и сколько Вашингтон-Пост вам платит за статью. Неважно, сколько компаний вы анализировали и как глубоко закапывались в разбор каждой детали. Сейчас все как в бане, равны. Такой кампании не видел никто. Это новая политическая реальность. Старые методы анализа тут просто не работают. Измерять вероятность при таком количестве неизвестных по каким-нибудь соцопросам настолько же эффективный метод, как подбрасывание монеток. Перед нами кампания, которую интереснее всего будет анализировать задним числом. Ведь большое можно увидеть только на расстоянии. Лет через 10 станет ясно. Летом 2024 года сложилась такая комбинация, такой кризис, из которого в конечном итоге выросли такие-то механики, правила, ограничения, форматы и предпочтения избирателей. Они сложат новый баланс сил, в котором мы будем жить. Пока же всерьез прогнозировать результаты кампании, что происходит, куда ведет и к чему выведет, это хороший способ выставить себя идиотом. Не было ни одного человека, который месяц назад, когда переизбрание Байдена выглядело самым вероятным сценарием, предсказал бы то, что случилось сегодня. Мы понятия не имеем, что будет через месяц. Все самые логичные и обоснованные выкладки через месяц могут оказаться чепухой. Нам же остается с большим удовольствием наблюдать, как развитая демократия справляется с самым большим политическим кризисом за последние лет 100. Как что-то старое и казавшееся вечным сменится чем-то совсем новым. Это гораздо интереснее, чем читать учебник истории. Мы тут внутри сюжета и не наткнемся ни на какие спойлеры. Перед тем, как завершим, хочу напомнить, вы можете сейчас купить мою книгу, в том числе из России. Ссылки будут в первом комментарии и в описании. До завтра!